Привет, друзья! С вами Arman Candles и добро пожаловать на мой подкаст «Огонь надежды. Путешествие в мир свечей». В этом выпуске мы поговорим о возникновении и использовании свечей из пчелиного воска. Сегодня я ваш хост и исторический археолог. В этом выпуске мы отправимся в удивительный мир Древнего Египта, чтобы рассмотреть, как древние египтяне использовали свечи более 3000 лет назад, в эпоху правления самого молодого фараона Тутанхамона, и заглянем в Средневековье, чтобы узнать, как в те далекие времена монахи-свечевары изготавливали свечи из пчелиного воска. Для начала давайте проясним, что в древних цивилизациях свечи были одним из основных источников света. Во времена Тутанхамона, как правило, свечи изготавливались из талга, животного жира, смешанного с растительными материалами. Талговые свечи были наиболее доступными и дешевыми, что делало их популярным выбором для обычных граждан. Египтяне также использовали колосья зерен, пропитанные животным жиром, в качестве примитивных свечей. Еще одним распространенным источником света были масляные лампы. Они были наполнены растительными или животными маслами и использовались для освещения помещений. Свечи из пчелиного воска считались особым роскошным продуктом, и сегодня мы поговорим именно об этих свечах. Изготовление свечей из воска было сложным процессом и требовало значительных затрат. Пчелиный воск давал яркий и чистый свет, и такие свечи обладали особым блеском и красотой. Возможно, что высшие слои общества при особых случаях использовали свечи именно из пчелиного воска для этого роскошного освещения своих помещений. Признаться, нам мало что известно о процессе изготовления свечей из пчелиного воска во времена Тутанхамона, однако нам достоверно известно, что именно эти свечи довольно широко изготавливались в Средневековье. В средние века использование свечей распространилось по всей Европе. Монастыри стали центрами производства свечей, и монахи разработали новые методы для улучшения их качества. В то время свечи использовались не только для освещения, но и в качестве часов и сигнальных факелов. Собирать пчелиный воск начинали во время уборки меда. Воск являлся естественным материалом, который пчелы вырабатывают из особых железок на нижней стороне брюшка. Они используют воск для строительства сот и запечатывания меда. После сбора меда воск проходил очистку. Так как собранный воск содержал частицы пыли, меда и других примесей, монахи-пчеловоды могли пропустить воск через фильтр или очистить его другими методами, чтобы удалить лишние вещества и придать воску более чистый вид. Затем очищенный воск они помещали в котел или горшок и нагревали на огне или водяной бане, чтобы его растопить. В процессе плавления воска на поверхности образовывался тонкий слой смолы из примесей. Этот слой можно было удалить, либо просто собрав его, либо слив воск через небольшую дырочку в дне сосуда, оставив твердые примеси на дне. После того, как воск проходил очистку, монахи приступали к формированию свечей. Делали они это следующим образом. Расплавленный воск заливали в формы или литницы для создания свечей. Формы могли быть сделаны из глины, металла или других материалов. После заливки воска в формы в середину каждой свечи вставляли фитиль из хлопка, который был обработан или обмочен в расплавленный воск. Фитиль служил источником огня и позволял свече гореть. Он являлся сердцем свечи. После того, как воск застывал, свечи извлекали из форм и отделяли их. Иногда свечи могли подвергаться отделке, чтобы придать им более эстетический вид. Это могли быть различные узоры, украшения
или роспись красками. Ну что, друзья, на этом мне бы хотелось остановиться сегодня. Это был наш увлекательный взгляд на использование свечей с времен Тутанхамона до Средневековья. Надеюсь, что вы узнали что-то новое и интересное об этих древних эпохах. Спасибо за прослушивание и до следующего раза. Встретимся в новом подкасте.